Итак, дорогие зрители, всем привет! Мы ведем работы по осмотру дефектовки и нахождению причины закусывания левого колеса трактора Аренда. Поскольку мы в прошлый раз разобрали все схлестки, отрегулировали тормоза, заменили тормозные диски в блокировке, то есть сделали все без какого-то большого и крупного разбора, то есть просто-напросто обслужили здесь, все посмотрели, схлестки помазали, места для шариков, то есть дифференциал заменили, блокировку дифференциала заменили, тормозные диски. И у себя на базе достаточно долгое время тестировали, и у нас все было нормально. После того, как мы передали трактор Аренду, он на нем поработал какое-то небольшое время, и у него опять начал закусывать левое колесо. Привезли трактор повторно на базу, и сейчас у нас уже более такая идет глубокий разбор и выяснение причин. То есть вот мы сняли кабину, попутно осматриваем, что еще здесь, какие сложности и моменты могут возникнуть, но пока вроде все нормально. И вопрос у нас с блокировкой колеса остается открытым. Тормоза мы перед тем, как снимать кабину, также осмотрели тормоза. Все проверили, все там нормально, то есть все помазано, все хорошо. Педали отрегулированы, все настроено как на новом тракторе. Результата никакого не было. Вот. Сейчас мы разобрали и сняли задний лист для того, чтобы убедиться, что дело не в гайке вала вот этого, потому что как вариант это могло быть, вон она такая медного цвета гаечка. Нет, проблема не в ней. Также осмотрели все подшипники во внутренней части. Тоже никаких проблем с подшипниками нет. Снимали крышки, здесь смотрели, то есть подшипники на полуосях у нас нормальные. Остается вопрос, сейчас мы дальше разбираемся. Ребята у нас пошли на склад проверить некоторые детали позиции. У нас, возможно, есть вопросы к дифференциалу, так как мы наблюдали, что пятно контакта у сателлитов оно разное. То есть какие-то плотно, большое пятно контакта, у других сателлитов пятно контакта небольшое. Вот, то есть нам с этим надо провериться. Также посмотрели вот этот подшипник, осмотрели, что могло бы выйти из строя. Также подшипники нормальные. То есть периодичность заклинивания колеса у нас чаще очень это левое колесо, реже правое. По шестерням, по зубам все на месте, ничего не съело, не скололось, не откололось. То есть все нормально. И вот пока на данный момент у нас вопрос именно в дифференциале. Возможно, что-то не так там. При вчерашнем съезде с эвакуатора был слышен прям щелчок. Возможно, и подзакусывают, и подзаклинивают тормоза. Мы их еще раз тоже проверим. Но как-то нам уже на это думается мало и слабо. Вот. Конечно, будем проверять все неоднократно, а многократно. И каким-то более таким сложным, тяжелым ремонтом сразу не будем прибегать. Обычно проблемы лежат все на поверхности. Вот, хотел бы вам сказать спасибо за большое количество толковых комментариев. Мы все читаем, все обсуждаем, все версии проверяем. Вот, но пока точно, в чем проблема, мы сказать не можем. Хочется эту проблему устранить навсегда, чтобы к ней больше никогда не возвращаться и о ней больше не вспоминать. Мы своего добьемся, будем пробовать смотреть и разбираться. Чуть позже покажем далее, какие еще работы будем производить, и также, когда докопаемся до сути, скажем причину. Это Алексей наш, да, красавчик местный. Так, ну что, мы продолжаем работы. Пришлось разобрать все. Так как все было проверено неоднократно, схлестки в замечательном состоянии, все прекрасно работает, у нас возникли вопросы к дифференциалу, так как подшипники в чулках отличные, подшипники в этом узле
тоже отличный, все замечательно, все проверили неоднократно. Схлестка с правой стороны также все отлично. И единственная загвоздка у нас оказалась в том, что на шестеренках внутри, то есть мы видим пятно контакта работы сателлитов. Поэтому сейчас мы восстанавливаем дифференциал и ставим его на место. И будем смотреть. Вам тоже покажем. Подшипники везде все отлично. Вот все неоднократно проверено. И схлестки зажимали в тиски. Проверяли. То есть работают вообще от руки. Шикарно, идеально. Итак, друзья, продолжаем работы по трактору Аренда. Нам пришлось, да, как вы видели в предыдущих кадрах, снять кабину, вскрыть лист, посмотреть все в дифференциале. Но на данный момент мы думаем, что проблема устранена, пока до тестов не дошло. То есть сейчас у нас все в таком состоянии. Уже собрали все элементы заднего моста, которые были необходимы. Остались всякие мелочи, тут трубочки. Также подключить надо будет джойстик управления. То есть все собираем в обратной последовательности. Кабина уже стоит на месте и прикручена. То есть нам остается дособрать, залить все жидкости, все сделать, собрать, как оно было, красиво и аккуратно, и проводить тестовые испытания. То есть сейчас у нас все в процессе сборки. Повторно обратили внимание еще раз на тормоза, на том, о чем все в комментариях и подписчики все заостряют внимание. Обратили внимание на тормоза с обеих сторон. То есть тут еще нам предстоит регулировка. Но все собрали, диски, все посмотрели. Вот, то есть сейчас ждем полной сборки от наших ребят. И далее Алексей будет проводить тестовые испытания длительные у нас на базе. Утренний тест-драйв. Завели трактор. Вот как пришли на работу и проверяем. Так, дорогие друзья, хотели бы подвести итог по работам с трактором нашего товарища, канадского фермера Аренда. Поскольку у нас проблема проявилась повторно, мы уже, как вы и видели ранее, прибегли к таким работам, как снятие кабины, осмотрели задний мост трактора, включая дифференциал, убедились в том, что нет каких-то сломанных, сильно изношенных или вышедших из строя деталей, таких как шестерни, подшипники. То есть проверили вообще полную ревизию, сделали и полную инспекцию. Все это посмотрели и убедились в том, что там все нормально. Это Леша держит тормоз. Это зажатый тормоз. Это Леша держит тормоз. Проверяем тормоз. Отпустил тормоз. Вот другой тормоз он зажал. Вот. И у нас были произведены работы все-таки какие повторно. То есть это снятие кабины, осмотр заднего моста, проверка на наличие стружки. И также попутно мы заменили все тормозные диски, поставили опять новые. И мы думаем, что проблема была в них. Потому что все-таки дифференциал именно с задним левым колесом конкретно никак не связан. Вот. И сейчас уже прошло более 10 дней эксплуатации трактора, и жалоб никаких не поступало. А вот то, что диски тормозные и у нас одевались на вал, тяжеловато достаточно на вал тормозной, это было. То есть мы подобрали диски, которые свободно сели, плюс перебрали
еще блокировку. И проблем никаких нет. Всем большое спасибо за внимание, за отзывчивость, так как было большое количество комментариев по поводу именно ремонта. Все почему-то акцентировали внимание на тормозах. Мы большинство хороших и, как сказать, правдоподобных и реалистичных теорий проверяли на собственном опыте. Все это смотрели. Ну и также за то, что были не безразличны и постоянно интересовались на протяжении долгого времени данным проектом. Хотим пожелать вам всем огромной удачи, крепкого здоровья, крепко вам жмем руку. С вами был канал Трактористы Нижний Новгород. До новых встреч на нашем канале. Пока-пока.